Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Я являюсь автором 4 книг, одну из которых хочу показать сегодня. Это книга «Большая книга ремонта». Она недавно вышла, и редакция Эксмо прислала мне ее как соавтору. Эта книга полностью соответствует тематике канала, поэтому уверен, что она вам будет интересна. Мы рассмотрим, что это за книга, чем она полезна и как правильно ее использовать. У меня есть еще одна такая книга, которую я решил разыграть среди своих зрителей. Условия розыгрыша расскажу в конце ролика. Что мне понравилось в этой книге? Когда ее берешь в руки, то чувствуется, что она сделана добротно, как подарочное издание. Ее с успехом можно подарить на день рождения или на 23 февраля, так как она сделана очень классно. Обложка толстая, с хорошей печатью, так и сама бумага, на которой напечатана книга, очень плотная, напоминает бумагу для черчения. Внутри яркие картинки, также с хорошей печатью. Я думаю, каждый хозяин с удовольствием имел бы такую книгу, так как оно очень полезно. Не нужно смотреть десятки роликов, когда чего-то не знаешь. Да еще думать, насколько актуальна информация в этом ролике. Просто открыл книгу, нашел нужную информацию, прочитал и сделал. Данная книга – это набор пошаговых инструкций в картинках, как сделать ремонт в своем доме. Каждая картинка снабжена текстом, поясняющим все тонкости работы. Давайте подробнее посмотрим эту книгу. Эту книгу написало 3 человека. Я являюсь соавтором. Это Игорь Якимов. В этой книге я веду направление электрики. Данная книга снабжена довольно подробным содержанием. Это позволяет быстро найти необходимую информацию. Это содержание занимает 4 страницы, но мы к нему еще вернемся. Первая глава – это инструмент, который понадобится вам для ремонта. Тут и электроинструмент, и столярный инструмент, и слесарный инструмент. Особое внимание уделено инструменту для электромонтажных работ. И сразу же мой первый мастер-класс, где я показываю, как зачистить двухжильный кабель, как с помощью малярного ножа, так и с помощью стриппера. Вот стриппер, который снимался для этой книги. Обращаю внимание, что кроме пояснений есть указания по технике безопасности. Их обязательно нужно читать. И также перед выполнением работы проверяйте наличие инструментов и материалов. Об этом также описано в книге. Дальше рассмотрены материалы, как общестроительные, так и специализированные для электромонтажных работ и для сантехнических работ. И чуть дальше дан мастер-класс по сантехнике. Вторая глава – это электромонтажные работы. На 3/4 эта глава написана мной, а четверть взята у других авторов. Напоминаю, что я в этой книге соавтор. Материалы этой книги готовились очень скрупулезно. Вообще на эту главу было потрачено полгода. Каждая часть по нескольку раз прорабатывалась. Фотографии для этой книги делал профессиональный фотограф. Пробовали разные варианты съемки. Только перчаток было куплено 3 вида. В конце концов решили делать фотосъемку без них, так как без них фото получались более информативными. Единственное, перед каждой съемкой я обрабатывал руки увлажняющим кремом. Глава начинается с рассмотрения видов проводки. Это скрытая проводка и открытая проводка. Начинается со скрытой электропроводки в гофре. Потом рассмотрена скрытая проводка за гипсокартоном. Интересный факт, что съемка этой части главы была на улице, так как фотограф не захотел, чтобы пыль от сверления гипсокартона была в фотостудии. Для этого с балкона на улицу был опущен удлинитель. Для показа скрытого монтажа подрозетника в стене был применен газосиликатный блок, который мы также снимали на улице.
Тут же показано, как делать отверстия для подрозетника с помощью коронки. В это время на улице пошел снег, и нам пришлось опуститься в подвал. В общем, съемки были интересные и очень запоминающиеся. Дальше я рассматриваю, как устанавливать подрозетники в стену с помощью гипса. Тут упоминание о важности делать эту операцию очень быстро. И достаточно большой список инструментов и материалов. Дальше рассмотрим укладку провода в штрабу. И монтаж скрытой проводки завершается монтажом проводки в бетонной стяжке. Переходим к монтажу открытой проводки. Рассматриваем, как крепить проводку на скобу, а также монтаж электропроводки с помощью кабель-канала. Показаны особенности запила кабель-канала на поворотах. Тут я уже закладываю электропроводку в кабель-канал. Здесь затягиваем кабель гофру и укладываем по стене на скобах. Тут то же самое, но только с металлорукавом. Дальше работаем с розетками. Начинается эта часть проверки отсутствия напряжения в электропроводке. Подготавливаем электропроводку для установки розеток и выключателей. Тут уже подключение разветвительной коробки с помощью СИЗов. Здесь показано, как снять розетки и выключатели для подготовки электропроводки к ремонту. Как всегда, читайте технику безопасности, тут она довольно большая. В книге безопасности отводится много внимания, так как она предназначена для широкого круга читателей. Здесь мы уже устанавливаем розетки и выключатели. Для выравнивания можем применять микроуровни, как на этом слайде, так и обычный уровень. Особое внимание уделено установке двухклавишного выключателя с прозвонкой для правильности его подключения. Также рассмотрены популярные сейчас проходные выключатели. Здесь мы уже устанавливаем наружную розетку. А здесь мы уже устанавливаем блок, выключатель и розетку. И довольно большой раздел по установке и подключению светильников. Рассмотрены разные схемы подключения люстры. Также разные варианты подвешивания люстры к потолку. И, конечно, установка точечных светильников. Часть материалов по электрике вы можете найти в разделе, посвященном мелким ремонтам. Следующий раздел – это сантехника. И он начинается с самой востребованной операции в сантехнике. Это установка унитаза. Но мы дальше не будем рассматривать книгу. В ней 336 страниц. И рассмотрение всей книги может занять более чем полчаса. Этот и другие разделы рассмотрены также подробно и профессионально, так как для написания этой книги привлекались только практики и профи в своем деле. Так что этой информации можно доверять. И уже, если информации не хватает, можете найти нехватающую информацию в YouTube. Но базис, что искать, у вас уже будет. Давайте вернемся к оглавлению и кратко посмотрим, что еще есть в этой книге. В разделе сантехники, кроме установки унитаза, есть еще установка настенного унитаза с инсталляцией, также установка биде, писсуара, ванны, джакузи, душевой кабины, раковины. Демонтаж-монтаж смесителя, сифона, бачка для унитаза, фильтра для воды, полотенцесушителя, проточного водонагревателя. Также рассматривается монтаж водопровода из металлопласта и монтаж канализации. В разделе «Двери и окна» вы найдете, как установить дверь, как укоротить дверное полотно, как устранить провис дверей, утепление железной двери. Демонтаж-монтаж замка в двери, установка глазка и электрического звонка. Описан уход за окнами и их ремонт. Также рассказано, как установить карниз. В разделе «Отделка стен и работа с плиткой» рассмотрены штукатурные и шпаклевочные работы, покраска стен, выбор и поклейка обоев. Рассмотрены разные виды укладки плитки и затирки швов.
а также рассмотрен мелкий ремонт стен. В разделе «Настил пола» рассмотрен процесс заливки стяжки, укладка ламината и линолеума, а также рассмотрен мелкий ремонт пола. В разделе «Отделка потолка» рассмотрены разметка и выравнивание потолка, побелка и покраска потолка, оклейка потолка обоями и потолочной плиткой. Рассмотрен подвесной потолок из гипсокартона и потолочных панелей. В разделе «Мелкий ремонт» очень много советов по ремонту электрики, в том числе и мои мастер-классы, а также ремонт мебели, сантехники, рассмотрены хитрости домашнего ремонта. В разделе по приусадебному участку рассмотрен монтаж водопровода, душевой кабины, туалета, септика, выгребной ямы, беседки, а также рассмотрена укладка тротуарной плитки. Как видите, охвачено довольно много тем, которые нужны для ремонта в доме и квартире. Поэтому это классный подарок любому человеку, который делает в своем доме все своими руками. Книга может показаться вам слишком простой и в чем-то даже примитивной, но все равно она поможет сделать ремонт правильно и не забыть определенные операции, о которых часто забывают. Это как чек-лист для правильного выполнения ремонта. В первую очередь, эта книга сделана для домашнего мастера, но и профи могут найти что-то для себя. Если вы уже профессионал, скажем, по электрике, то вам информация по электрике покажется очень знакомой. Но вы можете изучить материалы по сантехнике, отделке, мелкому ремонту. Я уверен, вам будет это интересно. Темы ведут профессионалы практики в своем деле, а не литераторы, которые знают предмет чисто по книжкам. Этим эта книжка отличается от большинства книг технической тематики. Данную книгу можно у себя использовать как учебное пособие, как энциклопедию ремонта. А можно подарить другу или соседу, который затевает у себя сделать ремонт. Они будут вам очень благодарны. По поводу розыгрыша книги. В розыгрыше будут участвовать только 50 первых комментариев, которые будут соответствовать условиям ниже. Так что же вам нужно сделать? Во-первых, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Во-вторых, сделайте репост в ВК или Facebook, порекомендовав книгу. В-третьих, напишите под видео комментарий о том, для чего вам нужна эта книга, ссылкой на репост в соцсеть. Когда наберется 50 таких комментариев, я выберу того, кому книга нужней, и отошлю ему книгу. Победителю напишу в личку в соцсети, чтобы узнать адрес отправки. Победителя также объявлю на своей страничке ВК. Будут еще 2 дополнительных приза, но это секрет, о них узнаете позже. У меня есть и другие книги моего авторства. Это «Домашний электрик» и «Электрика. Готовые решения для вашего дома». Книгу «Энциклопедия домашнего электрика» пришлют чуть позже. Если интересны обзоры данных книг, пишите в комментариях. Ссылку на книгу из обзора я оставил в комментарии. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Поддержите это видео лайком и репостом. Это помогает каналу лучше развиваться. А я вам буду за это благодарен. До встречи в новых и старых роликах.